прошлом году декан исторического факультета Карпов, академик Карпов Сергей Павлович, был в Баку и сказал, вы знаете, великолепные слова, которые сначала меня удивило, потом очень твердо запомнилось. Он сказал, если мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Россией были отношения хорошие, требуется у азербайджанцев только одно, чтобы они любили Азербайджан. И если исходить из этой позиции и истории, я могу сказать одно, что мы, азербайджанцы, могли быть обижены в отношении России только по одной простому вопросу, что в 1828-13 году, потом позже, надо было завоевать, наверное, весь Азербайджан, который сегодня был бы 50-миллионный независимым государством, который бы имел бы свою среднюю школу, высшую школу и академию. Потому что то, что сделала Россия, я считаю, среди Центральной Азии, в Азербайджане, это ренессанс или возрождение, что было в Европе. То, что мы отмечаем республику, не было бы его, если не было бы светской интеллигенции, которые получали образование в московских, питерских вузах и в других вузах. Только, наверное, Ахмед Баягаеву мы можем сказать, что он закончил Сорбонный университет, но заканчивал начальную школу в русско-татарских школах, и главная причина, что он оказался там, мы знаем, что немножко другая. И как он знал в этой русско-татарской школе, как преподавали русский язык, просто надо взять газету «Каспий» и прочитать его статьи. Тогда будет ясно. Говоря о сегодняшних отношениях, я могу сказать одно. То, что в Азербайджане существуют школы на русском языке, и то, что существует русский сектор в вузах, да, это не дань моде. Дело в том, что культура русская, она благодаря Толстому, Тургеневу, Чехову, она вышла из национальных рамок. Она стала частью мировой цивилизации, которая смотрит сегодняшняя азербайджанская интеллигенция как не то, что к какому-то чужому, а как к части своей духовной культуры. Вот что хотелось бы, чтобы в Москве знали, что вот это часть азербайджанской духовной культуры. И когда мы говорим, что мы хотим, чтобы эти отношения укреплялись, вы знаете, когда некоторые говорят, что вот если бы решится какой-то вопрос, Азербайджан куда-то уйдет, Азербайджан никуда не уйдет, если даже сильно кто-то этого захочет. Азербайджан сегодня и чисто в духовном плане, и чисто в экономическом плане, и чисто в культурном плане сегодня больше всего связан с Россией. И сегодня мы говорим огромное спасибо России, когда в 90-е годы не все было так хорошо, как сейчас. В 90-е годы в Азербайджане не был экономический кризис. Была еще, можно сказать, что это был экономический коллапс. И не 100 тысяч, не 200 тысяч, а миллионами азербайджанцев приезжали, находили работу не в Турции, не в Иране, а в России. И спасибо за это, я еще раз говорю, азербайджанцы благодарный и благородный народ, никогда этого мы не забудем. Но сегодня если вот мы говорим о том, что мы хотим, чтобы российское образование сохраняло свой традиционный вот высокий уровень, мы это хотим и говорим. Потому что уровень российского образования, то, что было в Московском университете, в историко-архивном институте, в том же самом Сеченовском, который сохраняется сегодня, да, это тоже, я считаю, что мировой масштаб. Сегодня в Азербайджане тоже есть вузы, где могли бы учиться не только, как мы, азербайджанцы, вот здесь сегодня было сказано, да, я с этим, с господином Меришли согласен. И если бы не было бы той политики, которую Гейдар Алиевич Алиев в свое время осуществлял, не было бы, наверное, Исмаила, который учился бы в Московском университете, и таких тысячи. Потому что ежегодно 700 человек отправлялись. И не было бы, наверное, сегодня искреннего друга России. Потому что в студенческие годы, когда ты живешь в одной общежитии и
общаешься, когда лучшие годы проходят, молодые годы в России или в другой стране, ты становишься искренним другом этой страны. Конечно, Азербайджан заинтересован, чтобы сегодня и учатся в дипломатической академии представители России, в других вузах тоже, конечно, тоже институте туризма и так далее, чтобы не только азербайджанцы учились здесь, и русские, вернее, граждане России тоже учились в Азербайджане. Отношения Азербайджана к России. Эти отношения вековые, и, конечно, мы все должны делать так, чтобы они более укреплялись и развивались.